Привет, друзья! Анна Нетребко – одна из самых талантливых российских оперных певиц. Пение приводит в восторг людей, даже не интересующихся оперным искусством. Анна Нетребко чрезвычайно популярна. Ее имя на афише – повод для того, чтобы билеты стоили значительно дороже. Среди поклонников Нетребко – видные бизнесмены, политики и деятели культуры. Кроме того, она выступает и на других ведущих сценах мира, зарабатывая огромные деньги. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Анна Нетребко и сколько она зарабатывает. Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Отец Юрий Николаевич Нетребко – геолог, мать Лариса Ивановна Нетребко – инженер связи. Также у Анны Нетребко есть старшая сестра Наталья. Девочка начала развивать свой вокал в раннем возрасте. В школе Анну Нетребко взяли в ансамбль «Кубанская пионерия». Анна стала его солисткой. Этот хор выступал не только в местном дворце пионеров, но и гастролировал по стране. Кроме пения, Анна Нетребко в школьные годы занималась акробатикой, легкой атлетикой, верховой ездой и рисованием. Анна то мечтала стать хирургом, то художником, а иногда даже каскадером. И все-таки в средних классах школы Анна Нетребко поняла, что вся ее дальнейшая жизнь будет связана с музыкой и пением. Получив аттестат зрелости, девушка поехала в Ленинград. Анна без проблем поступила в музыкальное училище и была зачислена на курс Татьяны Лебедь. Окончив училище, Анна Нетребко продолжила обучение в консерватории имени Римского-Корсакова, где 4 года занималась педагогом академического вокала Тамарой Новиченко. Денег не хватало, и чтобы заработать на жизнь, девушка подрабатывала уборщицей в Мариинке, не видя в этом ничего предосудительного. Анна всегда умела работать. Даже руководитель Нетребко, Тамара Новиченко, отмечала, что достичь певческих высот Анне помогли в первую очередь нечеловеческая целеустремленность и упорство, и только потом врожденный талант. В 1993 году Анна победила на конкурсе имени Глинки, и это оказалось прорывом для ее карьеры. Победа принесла ей не только похвалу председателя жюри, но и первую серьезную награду. А среди слушателей оказался худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, в то время подыскивавший новые лица. Он пригласил Анну репетировать партию Барбарины в «Женитьбе Фигаро». Но после нескольких репетиций Нетребко повысили до роли Сюзанны. Успех и слава подняли молодую певицу на небывалую высоту. В течение нескольких лет Анна Нетребко стала одной из ведущих солисток театра. Вместе с труппой Мариинского театра Нетребко побывала в Финляндии, Германии, Израиле, Латвии, США. В 2006 году Анна Нетребко получила австрийское гражданство. Певица планировала переехать в Зальцбург, однако гражданство России за ней сохранилось. С 2008 года Анна Юрьевна Нетребко носит звание народной артистки России. Анна имеет контракты с Метрополитен-опера, Цюрихской оперой, Венской оперой, Баварской оперой и Лондонской королевской оперой. В июле 2018 года Нетребко дебютировала в качестве модели на неделе моды в Париже. Всех поклонников интересуют мужчины, которые покоряли сердце певицы и красавицы Анны Нетребко. Но не всегда с личной жизнью у певицы было так же хорошо, как в оперной карьере. В 2003 году у Нетребко был пылкий роман с уругвайским баритоном Эрвином Шроттом. Они жили в гражданском браке, а в 2008 году на свет появился их общий сынишка Тиего. К сожалению, малышу диагностировали аутизм. Анна Нетребко не стала отказываться от особенного сына, а мужественно сносила все тяготы, связанные с воспитанием ребенка. Когда Тиего исполнилось 5 лет, Анна и Шротт разошлись. Анна поделилась о причинах расставания с Эрвином. Секс прекрасный, любовь была, но очень большую роль сыграло различие в культурах. Мы говорили на разных языках, не могли объяснить друг другу, что чувствуем. Новой любовью Анны Нетребко стал Юсиф Эйвазов, тенор из Азербайджана. Анна и Юсиф впервые увидели друг друга весной 2014 года на сцене Римской оперы, где должны были петь партии влюбленных друг в друга – Манон Леско и Де Грие. «Для меня тот день, когда мы познакомились в Риме, остался в памяти на всю жизнь», – признался Юсиф. «Я до сих пор помню, что на ней было надето, что она сказала. Но я и не думал к ней подходить. Мировая звезда, роскошная красавица. Зачем ей нужен парень из Баку?» – думал я. Несчастный тенор, начинающий делать карьеру. Первый шаг сделала Анна. Если бы с ее стороны не было флюидов, я бы никогда сам не подошел.
Пышная свадьба Нетребко и Эйвазова в старинном замке с каретой и все тем же Киркоровым, воспевавшим их любовь, похожую на сон, состоялась в декабре 2015-го. Юсиф полюбил Тегу как родного сына. Благодаря усилиям родителей мальчик научился комфортно чувствовать себя в обществе и даже пошел в обычную школу, где вместе с ним в классе училось более 20 ребят. Он много путешествует вместе с мамой и растет умным, любознательным ребенком. В лице мужа Анна Нетребко нашла не только настоящую любовь и надежную опору в быту, но и партнера по творчеству. Анна Нетребко чрезвычайно популярна. Ее имя на афише – повод для того, чтобы билеты стоили значительно дороже. Спектакли с ее участием всегда идут с аншлагом. В концертном зале имени Чайковского состоялся самый долгожданный и дорогой концерт сезона. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов продемонстрировали палитру своих оперных амплуа. Цены зашкаливали даже для избалованной гламурными мероприятиями Москвы. Партер доходил до 150 тысяч рублей за место, но это не помешало продать зал подчистую. Правда, частенько на билетах наживаются перекупщики. В связи с этим Анна Нетребко как-то выразила свое возмущение. «Уважаемые строители концертов, менеджеры и перекупщики, если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 тысяч рублей, я просто не приеду больше. Всем спасибо», – написала она. Доходы Анны Нетребко вызывают интерес у журнала Forbes, причем сама певица эти сведения оспаривает. Нетребко была лидером рейтинга топ-10 всемирно известных российских деятелей искусства, составленного журналом Forbes. При составлении рейтинга учитывались доходы фигурантов, а также частота их упоминания в поисковой системе Google. Доходы Нетребко в 2011 году составили, по данным Forbes, 3 750 000 долларов. За одно выступление она получала от 50 тысяч долларов. Летом 2017 года журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых отечественных музыкантов. Список возглавила Анна Нетребко с годовым доходом в 7 500 000 долларов. В рейтинге «Главные российские знаменитости 2018» от журнала Forbes Анна Нетребко заняла 19 место с доходом в 5 800 000 долларов. Анна Нетребко живет в Вене и Нью-Йорке. Она выкупила 2 квартиры в районе Манхэттена и объединила их в единое пространство. Недвижимость Нетребко приобрела еще в 2010 году. Обошлась покупка в 2,5 миллиона долларов. Площадь после объединения составила 171 квадратный метр. В своей квартире в Нью-Йорке Анна устраивает вечера русской кухни и сама готовит гостям такие блюда, как кубанский борщ, салат оливье, блинчики с мясом и котлеты. Однако Нетребко возмутилась, узнав, какие доходы ей приписывают на родине. «Я плачу огромное количество налогов. Я должна оплачивать и квартиры, и содержать тех людей, которые на меня работают. Кстати, обе мои квартиры в Нью-Йорке и Вене куплены в ипотеку». Расплачиваться Нетребко за эту недвижимость предстоит еще долго, больше 13 лет. При составлении рейтингов самых богатых знаменитостей действительно не учитываются их налоговые выплаты, которые могут доходить до 50% от суммы заработка. Поэтому и цифры в случае с Анной столь внушительны. За частное выступление Анна Нетребко зарабатывает 200-300 тысяч долларов. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!